В гостях у фестиваля «Пламя Аркаима» довольно известный, я бы сказал, выдающийся кузнец-медник Федор Макеев. Федор нам сегодня расскажет и покажет, какие же у него есть изделия и в какой технике он их производит. Федор, расскажи нам, пожалуйста, про эти реплики шлемов, что здесь есть? На самом деле я не только медник, я вообще обычный кузнец. Работаю с железом, со сталью, с бронзой, с латунью, со всеми цветными металлами, которые попадаются под руку. Но в данном случае мы здесь видим конкретно исторические реконструкции. Исторические реконструкции именно античной эпохи. Причем это поздняя, поздняя античность. Это все кучкуется вокруг эпохи Иисуса Христа примерно. То есть это первый век нашей эры и первый век до нашей эры. Вот. Например, я сам представляю из себя иудея. Покажем, может быть, тоже проведем. Кузнеца, вот, который как бы находится на службе римлян. Но вот, например, вот посмотрим. Вот данный шлем середины первого века нашей эры. Вот, выполнен он из латуни, вот, который по цвету является аналогом золотистой бронзы, которую использовали в античности. То есть, если, Иван, ты же сам плавишь бронзу, и ты понимаешь, что, знаешь, что настоящая оловянистая бронза, она именно вот золотистого цвета. То есть, легко спутать. А у нас, к сожалению, пока мы еще не можем выплавить достаточно большой кусок бронзовый, вот, чтобы выковать из него шлем. Поэтому используем пока листовую промышленную латунь. Вот. И вот этот вот шлем, это очень популярный в римской армии вариант имперского гальского типа, который был очень характерен для легионеров. Это такая, можно сказать, строевая лошадка. Вот, рабочая лошадка римской армии. Здесь вот можем наблюдать защитные приспособления. Вот такой вот козырек, который очень сложно прорубить. Вот щеки, нащечники, вот какие-то декоративные пластины, вот трубки для перьев, ушные отбойники, которые защищали воина, и огромный массивный назатыльник. Вот. Это очень технологичная вещь, даже сейчас. В принципе. Абсолютно верно. Это очень-очень технологичная вещь. Вот ты, кстати, задал замечательную тему. Вот. Потому что оборонная промышленность и военная промышленность, она всегда во все времена являлась самым технологичным, развития индустрии и технологий. Совершенно верно. Именно оборонная и военная промышленность двигала прогресс вперед. И мы сейчас вот посмотрим на этот замечательный шлем. Форма его очень древняя. Вот. Самые древние формы таких шлемов находят в Ассирии, в Вавилоне, в государстве Урарту. Именно сфероконические шлемы, которые очень хорошо отражают удары. Вот. Данный шлем — это шлем сирийского лучника, вот, но найден он на Балканах. Вот, принадлежал солдату римской вспомогательной пехоты, который стрелял из лука. Вот. Богатый шлем для солдата. Конечно, да, но в римской армии легионеры могли себе позволить вот, с добычей, с зарплатой каждый раз украшать шлем новой фигурой. Например, здесь мы видим фигуры богов: богиня Ника, богиня Победы, вот, богиня Афина, защитница. Вот, здесь же у нас есть Аполлон, Гермес, ну и, конечно же, Марс, вот, который защищает воинов в бою. Но в чем технологичность этого шлема? В том, что по сути, это такая большая труба, цельнотянутая. Он выкован из единого куска. Вот. И это очень важно. Это в первую очередь герметичность. Ну, мало того, что он защищает воина в бою, но если мы представим это вот для гражданской промышленности, то, по сути дела, это воронка. Это уже герметичная воронка, очень удобная, в которой можно что-то там процеживать, если срезать верхушку. Но кроме того, если, например, мы возьмем котел и накроем его вот такой вот крышкой, вот, герметично, вот, а здесь вот срежем верхушку и прикрепим еще какую-нибудь медную трубку, то примерно в 12 веке ученые-алхимики, Альхимма, они изобрели такую вещь под названием алькугль, вот, или по-другому еще алькохуль, то есть алкоголь. То есть
выпаривали спирт, и вот крышками служили именно вот такие вот формы конические, как бы сфероконические, то есть они были очень герметичны и очень сильно двигали, как сказать, прогресс вперед. Допустим, вот с помощью такого изделия можно получить спирт, и что мы имеем в 12 веке, уже в 12 веке, а в Европе еще, ну, немножечко позже, вот, мы имеем очень мощные дезинфицирующие средства. В средние века, Иван, ты сам знаешь, человек мог поцарапаться просто во время работы простым шилом, вот, туда заносилась инфекция, и все, получал заражение крови. А вот этим вот замечательным алькуглем арабским мы протираем раны, и у нас практически, ну, огромное количество людей просто выживает. Выживает и не помирает от дурацких совершенно происшествий. Вот. Расскажи еще, пожалуйста, про вот этот шлем. Я знаю, что это одна из твоих последних работ, которая была сделана для Якова, собственно, да? Да. Расскажи, пожалуйста, что это за шлем, кто его носил? Значит, Кто его мог носить? данный шлем, он относится к миотской культуре. Культура древних миотов, как ученые полагают, это индоевропейский народ, который жил вокруг берегов Азова и в районе реки Кубань. Вот. Данный шлем, он является реконструкцией шлема из могильника Мизмай. Есть такой поселок в Прикубани. Вот. Носил его, скорее всего, миотский, ну, возможно, сарматский воин, потому что в этом захоронении очень много предметов разных культур. Вот. Но именно вот такие вот шлемы с бараньими рогами, это вот именно традиция именно миотов. Видимо, баран, он считался там священным животным. Скорее всего, они разводили огромное количество овец, и это была их основа благосостояния. Естественно, вожак бараньего стада, он очень сильный, да, вот баран, он постоянно бьет рогами, у него очень твердый череп, и на самом деле баран, он может, ну, в лобовом столкновении послать в нокаут быка. То, что мы иногда наблюдаем на самом деле на ютубе, вот. И видимо, баран действительно являлся для них священным животным и защитным. Вот. И вот такие вот рога, они символизировали статус владельца. Возможно, это был какой-то богатырь, который хотел показать, вот я также иду в атаку бесстрашно, как баран. Вот. Либо даже, может быть, какой-то символ вождя. Вот. Шлем на самом деле примечательный, он тоже технологичный, то есть он не цельнотянутый, он выкован из двух пластин. То есть, что это означает? Это означает, что кузнецу было легче его произвести, это означает, что кузнец мог сделать его гораздо быстрее. А это значит, когда, например, воинам понадобились шлемы, да, они обратились, и мастерская делает эти шлемы гораздо быстрее. То есть они куют две половинки, да, склепывают их посередине. Да, тут на самом деле клепки даже не везде заметны, так хорошо заполировано, что тебя, что сразу увидишь. Да, да, это именно такая древняя традиция, вот у миотов была, например, древние римляне, вот мы видим, да, заклепки они оставляли, вот, головки заклепок, а миоты наоборот, заклепки заполировывали, это называется склепка в потай. То есть здесь потайная головка, которая потом зашлифовывается, заполировывается, вот, и ее не видно. Но с другой стороны, такую потайную заклепку, ее сложно срубить. То есть при ударе, если меч сюда попадает, он просто соскальзывает. Вот. А с другой стороны, например, круглую головку заклепки он может срубить. Да, ее потом придется ремонтировать. А здесь вот такого нет. То есть мастера, они тоже об этом заботились. Ну, вот. Давай об этом тоже изделие расскажем, потому что здесь совершенно замечательная гравировка. Да, это чеканка, гравировка, это шлем. Впоследствии будет шлемом преторианского римского гвардейца. То есть таких шлемов практически не найдено, вот, но похожие шлемы найдены, да. Но на них очень много изображений, очень много мраморных изображений преторианских гвардейцев, вот, которые носят вот такие вот шлемы, богато украшенные. Там именно дубовые листья, различные дубовые символика, желуди. Вот, видимо, дуб тоже у них там был священным деревом. Вот. Кроме того, на многих статусных римских шлемах есть стилизованное изображение прически. Вот. И вот этот вот шлем, вот эти вот, это как бы дубовые веточки, они символизируют венок, вот, который покрывает голову владельца, вот волосы тоже. Кроме того, отличительной особенностью преторианских шлемов было большое количество вот таких вот заклепок.
с окантовкой. Здесь окантовка из другого металла, серебристого. В данном случае я использовал мельхиор. Вот. Но в Древнем Риме вполне могло быть, что это, например, сам шлем мог быть покрыт серебром, а окантовка могла быть золотой. Либо шлем мог быть чеканный бронзовый, а окантовка могла быть серебряной. Вот. Ну и претарианские гвардейцы, туда набирались наиболее смелые легионеры, наиболее храбрые, наиболее опытные, которые послужили в армии, и чтобы, ну, они представляли императора, и они просто обязаны были иметь при себе богатый шлем. Ну а кроме того, шлемы такого типа украшены гребнем, перьями, нащечниками, носили полководцы, что мы тоже видим на римских барельефах. Вот. Очень интересно, Федор. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Спасибо.